Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Сегодня вышел патч баланса, и много кто уже написал мне как в Телеграм, так и на Ютубе, что гритеры это уже мертвая синергия. Ребят, к сожалению, это не так. К сожалению, не так, и я бы хотел тоже утвердить этот факт, что гритеры это мертвая синергия, но нет. К сожалению, это сейчас самая имбалансная синергия, которую только можно представить. Почему? Сейчас я чуть-чуть попозже вам расскажу почему. Сначала я хочу выразить огромную благодарность нашим разработчикам за вот этот вот шикарный патч баланса. Спасибо, ребят, спасибо огромное вам. Вы, к сожалению, меня не услышите, но спасибо огромное вам за этот шикарный патч баланса. Что конкретно не так? Вот давайте разберемся. Как многие, кто уже прочитал в моем телеграме, когда я написал вам анонс этого патча, вы увидели надпись, что у гритеров убрали клетку. Убрали клетку, но мало кто обратил внимание, кроме меня. Ну, может, кто-то еще и обратил, конечно. Ладно, я не буду, знаете, себя так выделять жестко, но многие в действительности не обратили внимания на то, что гритер имеет сейчас полный антиконтроль, антидебаф от всех синергий, от всех предметов, то есть от всего. Вдумались, да? То есть, если вы думали, что раньше вы могли поставить вайпера в троечку, закинуть ему взгляд АЗС, и у вас не будет там Monkey King бить нормально, АМ будет с тычкой раз в 5, короче, раз в 5 секунд не будет бить, то я вас хочу огорчить. Это сейчас не работает, как и дебаф на отхил. Соответственно, скилл Дума, который накидывался раньше сквозь пассивочку гритеров, которая антидебафала и резала хп реген, это сейчас тоже теперь не работает. Вот не работает теперь. Теперь все. Дум накладывается, эффект Дума есть, как бы урон сносится, но дебаф на минус хп реген его нет. Так же самое это касается магического дебафа, который дает минус 90% сопротивления магического. Также это касается нежити, который дает минус 40% хп. От максимального хп, точнее, даже так скажу. Сказать, что это жестко, это все равно, что ничего не сказать. Я не знаю, чем разработчики думали, чтобы закинуть это в гритеров. То есть гритеры это сейчас самая сломанная синергия. Есть гнездо Мамора, которое оно типа понерфили. Хотя на самом деле я не знаю, что им понерфили. Потому что у меня, как раньше приходили, так и приходят фигурочки в 3 звезды до 20 и до 25 раунда. Многие, конечно, там пишут о том, что типа да реально понерфили, все такое, типа приходит позже, все дела. Давайте на чистоту. Как часто вы собирали фиолетовую фигуру в 3 звезды? Как часто в обычных катках, когда не было этой реликвии? Редко. Даже сейчас на 25-м раунде иметь фиолетовую фигуру в 3 звезды это слишком жестко. Что я конкретно хочу сказать вот по поводу гритеров. Все так же самое. Ставите Гримтача в 3 звезды, ставите Дума, собираете АМа, либо же Манки Кинга, либо же обоих лучше всего, потому что АМ это такой неплохой челик, который может поддамажить, подсаппортить Манки Кингу, и это в принципе заноза в заднице, причем довольно-таки жесткая. Поэтому, как обычно, АМ, Манки Кинг, все как надо, нафаршировываем и выносим. Гнездо Мамора упало на 10 раунде, упал вам Манки Кинг, либо же антимаг, мы, соответственно, засовываем его сразу в эту Мамору. И к 20 раунду вы можете поиметь трехзвездочную фигуру. Во! Не знаю, что они там делали с Маморой, но, судя по всему, чисто на бумаге они там что-то делали. Я негодую с этого. Негодую, потому что после сегодняшнего ролика я более чем уверен, что лобби заполнит гритерами от А до Я. И как бы мне не хотелось, но... Ребята, кто меня видит в лобби, ни в коем случае не собирайте гритеров после сегодняшнего ролика. Ни в коем случае. Я жестко на вас обижусь. Жестко. Ладно, если что, я шучу. Поставлю сейчас пандочку. Ну, может быть, мне повезет, и я сегодня не на гритерах сыграю. Хотя на самом деле до этого я сыграл, ну, где-то 3-4 лобби обычных, чисто вот против, ну, просто обычное лобби, которое не ранговое. И с подписчиком проверил некоторые аспекты гритера в отдельной комнате, грубо говоря, против ботов, соответственно, и он, чтобы собирал конкретную сборку, чтобы, ну, я думаю, вы прекрасно поняли, что я имею в виду. Я в шоке, ну, то есть, я полностью в шоке. Сам шок в шоке о том, что не натворили. Что в целом тут по игре есть? Ну, охотники, естественно, остались как остались, да, то есть, ну, как бы не изменили их. Но все-таки, ребят, поделитесь в комментариях о том, что как же все-таки они изменили гнездо Маморы. Честно, я в душе понятия не имею, насколько они жестко там поменяли как-то гнездо Маморы. Так, я понял. Я понял, ни слова больше. Ни слова больше.
Лина в двойку, значит Лина в двойку. Я, кстати, не знаю, может продать эту панду и не пытаться что-то найти. Хотя я, в принципе, сижу на лустрике и пусть будет. Пусть будет пока что эта пандочка едет. Потом, если что, ее поменяю, поставлю Лину в двойку. Она там, может быть, будет кого-то там ваншотать, призрачного какого-то персонажа. Потому что в последнее время что-то у меня Лина как-то не хочет ваншотать вражеских персонажей. Вот не хочет и все. Так вот, теперь по поводу гритеров. Воины для гритеров все-таки до сих пор слабое звено. Но извините меня, когда вы соберете себе Манки Кинга либо же антимагов 3 звезды, я думаю, воины не составят для вас никакой проблемы, потому что антимаг будет их взрывать, что Манки Кинг своей палкой будет им по горбу так бить, что... Ух. Ну вот, кстати, знаете, какой я аспект не проверил на гритерах? Это мом. Работает ли дебаф мома сейчас на гритерах? Если же дебаф мома сейчас на гритерах не работает, это лютая имба. Это самая сломанная синергия будет. Я и так ее сейчас считаю самой сломанной, потому что ни одна синергия такого не может сделать. Ну, кроме шамана. Но шамана живут 20 секунд. А тут чистый абуз гритера. Когда ты можешь спокойно заеведить любую синергию. Жестко? Еще как. Еще как жестко. Настолько жестко, что прям сам жестяк же в жесткости. Я, кстати, наверное, Мирану оставлю. И Луну оставлю. И Лину буду собирать. Смотрите, кого я буду в первую очередь собирать. Луну, Лину и, думаю, Мирану. Наверное. Но это не точно. Жрицу света по-любому теперь собираю, потому что если раньше я опасался, что, не дай бог, там прилетит Дум, и вот этот вот отхил пойдет на смарку весь. Сейчас же нет. Сейчас тупо собираем ее в 3 звезды, кайфуем от этого хп-регена, кайфуем от всего, просто кайфуем от каточки. И, кстати, тут есть жезл Киры. Если получится, то я и жезл Киры вам покажу, как обузить. Я сейчас специально, если что, не беру уровень, потому что я со старта увидел, что есть у меня как реликвия Маморы, так и Гритер. А это мне нравится. Это мне нравится. Это мне очень нравится. 5 баночек есть. Замечательно. В Лину сейчас закидываем предметики. Этими предметиками мы будем сейчас сносить башку всем. Хотя там такая пачка охотников собирается. Там сколько? 4 охотника собирается. Я вот не знаю. Я, конечно, надеюсь, что какой-то воин выкатится против этих охотников, но... Это может быть обоюдо... А, вот, все. Чел с ником Папа будет собирать себе этих воинов. Ну как он их будет собирать, интересно. А чё, может продать панду, продать 2 Миран? Хотя ладно, пусть так будет. Пока что Гритера продал, потому что я в любом случае рано не собираюсь его выставлять. Я его собираюсь выставлять только тогда, когда у меня уже будет более-менее такой добротный стол. Ну как более-менее добротный? Хотя бы антимаг двойку, либо же Манки Кинг двойку. Тогда я 100% беру и так вот, без угрызения совести беру и выставляю себе гритеров. Я, кстати, наверное, как-то такой билд сделаю сейчас на мобов. На мобах сейчас жестко не нужно откисать. Кстати, еще один лайфхак. Мне написали о нем в комментариях. Спасибо моим подписчикам. И в Телеграме мне писали об этом. В общем, реликвию можно узнать, какая вам реликвия упадет. Все просто. Там, где рандомный сундук, у вас будет подсвечиваться другим цветом надпись. То есть, если зеленая, то, соответственно, вам выпадет либо гнездо Мамора, либо же кабанчики, либо же еще какой-то там предмет зеленый. Реликвия зеленая. Не помню, какой там предмет еще есть. Если же синий, то, естественно, это будет синяя коробочка. Если же красный, то, естественно, это будет красный. Поэтому обусти. Мне подсказали, я вам подсказываю. Реликвию можно угадать, какая будет из неизвестного сундука. Если сейчас реликвия выпадет какая-то, я вам обращу внимание на вот эту вот надпись «неизвестный». Если, естественно, у меня там будет что-то. Мне, в принципе, если упадет жезл Киры, я не расстроюсь. Жезл Киры мне необходим. Есть как бы еще гнездо Маморы, но так как у меня сейчас ни одного Кири здесь нету адекватного, кроме Лины, не знаю, не особо-то мне и хочется. Кстати, жрицу света поменяли, она теперь накидывает свой хил на своих. Наконец-то мы это наныли. Вот, кстати, там видели, было... Я, короче, поспешил только что и не показал вам эту надпись. Там надпись, где неизвестная, она стала синего цвета. Поэтому, ребят, обращайте на это внимание. И если видите надпись синего цвета, то знайте, что оттуда упадет синяя коробочка. Тут я
Ну, короче, я и пытаюсь вам прокомментировать все, и озвучить свои мысли. И, короче, поспешил. Поспешил и все. Как бы нет мне оправдания. Так, здесь Мартравма море, хорошо. Не понял. Ладно, обратно выкинул, это выкинул, пофиг. Я на нее... А, я ж на него и заходил, тю. Все, окей. Там мартретка будет. Не успела Алина, к сожалению, добить одного персонажа. Ну ладно, это такое. Вы мне спрашиваете, зачем мне жезл Киры? Ребята, внимательно сейчас наблюдайте, что я буду творить с этим жезлом Киры. Внимательно смотрите и внимайте. Кто вдруг не понимает, что происходит и как работает этот жезл Киры, объясняю. Жезл Киры работает следующим образом. Я сейчас, если что, ролю на 3 уровне, потому что у меня 5 уровень. Жезл Киры мало ли того, что делает шанс, что у меня будет ролл стоить 1 монетку, а не 2. Так еще он делает следующее. Он отнимает 2 уровня от текущего. То есть, смотрите, у меня сейчас не 5 уровень по факту, а 3. То есть я ролю сейчас на 3 уровне. А соответственно я буду сейчас кого обузить? Верно. Лину, Жрицу, Луну. И пока что вот шаманчика собираю, но посмотрим. Я собираю шаманчика чисто из-за того, что, может быть, я сейчас перестроюсь в троллей быстренько. Хотя, мне кажется, это выкинутые деньги, и мне лучше этого не делать. Мне лучше этого не делать. Мне столько инчей падает. Там, кстати, писали мне в комментариях, почему я перестал абузить инчу. Нет, ребят, я не перестал абузить инчу. Я ее абузю на 150%. Сейчас, секундочку. Я задумался. Ладно, плевать на троллей. Я не буду даже пытаться собирать троллей, поэтому плевать на них. Абсолютно плевать. ХП у меня улетает на глазах. Но пока что у меня есть баночки, я не особо переживаю. Так, фуру надо. Мне пока не надо фуру. Вот, теперь можно. Теперь можно купить трентуху. Апаем инчу. Сейчас с нее денежек мы поимеем. Поимеем денежки с нее. Видите, как фигура апается? Это чисто из-за того, что у меня есть жезл Киры. Не было бы этого жезла, все было бы совершенно иначе. Жалко, конечно, что мне до сих пор жрица в двоечку не пришла. Так, гриттеры есть. Гриттер это хорошо. Гриттер это замечательно. 2 Лины есть в двойку. Я надеюсь, в скором времени она придет в тройку. И надеюсь, что Луна придет в тройку. Но на самом деле, больше всего я хочу, чтобы ко мне пришла все-таки Жрица Света. Как только Жрица Света придет у меня в двойку, в тройку, у меня отхила будет немерено, и я буду выигрывать здесь все и вся. Кстати, чел тоже будет гриттеров сейчас. Но он обузит их немножко по-другому. Он, походу, то ли не шарит, то ли как-то по-другому хочет сыграть. Но мне, в принципе, плевать, как он там хочет сыграть. Я знаю то, что я знаю, и я хочу это обузить. Давай, Лина. Из инкама я сейчас выхожу не просто так, если что. Кто-то там думает, что я творю, то я не просто так выхожу из инкама. Мне кровь из носа необходимо найти нужные фигуры как можно быстрее. Чем быстрее найду я их в тройке, что Луну, что Лину, тем больше мне сэкономит мне хп. И тем самым, соответственно, я очень жестко набью рожу своему противнику. Вот прям я буду доброты наваливать ему. Полные карманы всего и полные щечки. Давай, отхил, отхил, отхил! Успел заюзать отхил. Я на самом деле на мгновение подумал, что он не успеет заюзать отхил, потому что вот этот отхил, он мне сейчас жестко сэкономил хп как жрицы, так и Луни. А это, извините, мои танки на эту каточку. Пока что. Ну, на текущий раунд имею в виду, не на каточку. На каточку у меня будут другие планы. Так. Отлично, грим есть. А, нет, не грим, Лина в тройку. Отлично. Так. Посижу еще немножко в лустрике. С Линой в тройку-то. Лина в тройку на 16 раунде. Кристалл маны. Это плохо. Там уже собралось 9 магов. Это неприятно. У меня хоть и есть 10 баночек, но пока что это очень неприятно будет для меня.
Я, кстати, как гримтач поставлю. Чтобы гримтач накинул свои чернила, и дай бог Лина закастовала как надо. Давай, ваншот. Вот в кого ты кидай... Я выиграл раунд. Вот что творит Лина в троечку. Жалко, конечно, что уже 6 уровень. Жалко. Ладно, в принципе, я, наверное, выйду сейчас из инкама. В принципе. Так, жрица, давай в троечку, быстрее. И Луна в троечку. Давайте, давайте, давайте. Давайте, мои сладкие девочки, давайте, 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 давайте. Яичко хорошо, юзать не будем. Жрица есть. А, ничего не... Так, не, иди, жрица, отсюда, ты мне не нужен. Все, отлично. Я уже не успеваю паролиться, поэтому пока что ставлю жрецов, потом поставлю гритера. Гритер я поставлю, когда только найду жрицу. Как только нахожу жрицу, сразу ставлю жрецов. Нормально Лина наваливает, добротно. В соляру тащит катку. Так, гритер идет хорошо. Оу май. Оу май. Все, сюда. Сюда, мои дорогие. Так, баночки юзаем. Блин. У меня сейчас 51 хп, ребят. Кто обратил внимание только что, сколько у меня было хп до этого? Потому что я что-то как-то протупил и не обратил внимания, сколько у меня было хп до этого. Вот сколько было у меня хп до этого? Кто знает? Одному лишь богу известно, сколько у меня там хп было. Ну, либо же этот бог появится в комментариях и напишет, сколько у меня там было хп. У меня, кстати, гритеры не работают. Они работают потому, что у меня нет демонов. Гений. Надо найти срочно этого демона. Если не найду демона, будет плохо все. Будет все ужасно. Боже, какая Лина жесткая в 3 звезды ранее. Давай демона. Мне, ну демона, демона. Давай. SF. SF, либо ТБ. SF, ТБ. Все. Все, ребята, контент пошел. Я, конечно, надеюсь, что я заменю SF на Дума. И довольно-таки рано надеюсь, что я его заменю. Сейчас у меня, в принципе, все замечательно. Теперь у меня есть мейновые фигуры, на которых я буду играть. Единственное, кого у меня нету, это ни МК, ни АМа. Они ко мне не пришли, потому что у меня есть жезл Кира. Надо ждать, пока у меня упадет жезл Кира, и после этого, соответственно, только ролить себе Манки Кинга и антимага. Поэтому ждем. Вот это там Лина просто закастила. Сладкая булочка. Все, мы пока что идем денежки. Денежки нам нужны. Поэтому просто остаемся в инкаме. Остаемся в инкаме и ломаем черепушки своим противникам. Сейчас в какой-то момент это... Боже. Хотел так быстро озвучить мысль, что забуксовал на месте. Так, это мобы. Мобы мои любименькие. Так, еще раз говорю, кто будет абузить это против меня, я вам поабузю. Если что, на самом деле я даже воинов сейчас особо не опасаюсь, даже если он соберет их 9 штук, по той лишь причине, что я пока что играю через Лину. Естественно, если бы я играл через Луну, то это было бы очень жестко. Это было бы настолько жестко, что не передать словами. Так, а ты что абузишь? Муэрту? Интересно. Один Мартретку, второй Муэрту. Так, что мне сейчас на 20 раунде упадет? 2 гнездо Маморы. Только мне в гнездо пока некого засунуть. Это единственный момент. Ладно, я мастерскую Бума возьму. Если, в принципе, мне сейчас не упало, то... А ну-ка. Полезненькое что-то. Там 2 шмотки были полезные, но я выбрал все-таки гиперстон. Скорость атаки мне будет кровь из носа необходима.
Так как взгляд Азеса мне, ну, 50 на 50 будет необходим. То есть он может мне понадобиться, а может не понадобиться. Но если упадет в будущем, то я, соответственно, отказываться от него не буду. Но какие в целом мне предметы сейчас необходимы, вот, чтобы быть уверенным максимально в своем столе? Во-первых, это шар бездны. Во-вторых, взгляд Азеса. Но я бы хотел, чтобы мне еще бусы упали. Бусы это так, чтобы подстраховаться. Без бусов будет тяжко. Бусы необходимы. Как же у меня красиво выглядит стол. Как же у меня выглядит красиво стол. Не хватает только дума. Но я сейчас выйду в 50 монет, поэтому буду потихонечку апаться. И так соберу себе, естественно, и дума, и антимага, и манки кинга, и кого хочу. Хотя на самом деле что-то у меня за 2... А, ну да, ладно, у меня жезл Кира работает, точно. У меня там шанс сейчас 2% где-то. А, не, подожди, так у меня 4 уровень, у меня шанса на выпадение на фиолетовую фигуру вообще нету. У меня только с этого раунда появится он. Только с этого раунда сейчас появится. Ух ты. Это нам надо. Жалко, пока что не могу поставить, но попозже поставлю. Еще эльф как бы создаст мне немного проблем, но это так. Это временные трудности, пока у меня нету Манки Кинга. Был бы у меня Манки Кинг, вообще плевать, абсолютно плевать. Плевать, потому что Манки Кинг наоборот будет приветствовать эти иллюзии. Потому что чем больше юнитов, тем больше он будет долбить своей крапивой им по голове. Поэтому тут двояко работают. Как бы да, есть миссы, и МК не будет попадать, но не дай бог он настакает свою палку, он же не остановится потом. Там будет столько иллюзий, что МК будет рад этому. Поэтому обоюдоострый меч. Вот, кстати, воины. Ну, не фуловые, конечно, но воины. На самом деле, против воинов у меня даже есть жрица, которая, ну, ничего себе будет хилить. Но единственная, я же говорю, проблема, это то, что есть луна. Она быстро сдохнет против воинов. Я бы даже сказал, моментально. Она ничего не сможет сделать. У меня, кстати, винстрик 6. Обалдеть. Кого мне в целом можно еще так вот под гритеров поставить, чтобы паролиться? На самом деле неплохо смотрится темпларка. На самом деле. Гирокоптера я в расчет не ставлю, потому что, ну, такой себе персонаж. Темпларка неплохо смотрится. Можно было бы провидца поставить, потому что это как-никак контроль. Хотя, ну его в баню, этого провидца, он еще забокопорит мне в каких-то моментах. Поэтому не. Провидца точно мы не будем ставить. Был бы... А, ну, Зевса я не могу поставить. Зевса я не могу поставить. Так, тек, маг. Ну да, против этого мага мне все-таки необходимо будет шар бездны взять. Вот, кстати, смотрите. 20 сопротивления магического у меня. Хотя должно быть 70. Минус 70. А у меня 20. Прикольно, да? О, под заказ чисто бусы выпали. Теперь мне не хватает для полного фарша. Это шар бездны. Вот чтобы мага вообще не опасаться. Чтобы маг для меня стал пылью. Вот почему я так говорю? Потому что у меня нету ни АЭМа, ни Манки Кинга в двойку. Поэтому надо шар бездны брать. На всякий случай. Я не уверен, что ко мне придет антимаг, поэтому на всякий случай мне необходим шар бездны. Правильно же? Ну правильно. Пока в винстрике мне нужно взять где-то 8 уровень и на 8 уровне начать ролить. На 8 уровне О, кстати, это фул нежить. А ну-ка сюда, дорогой. Кстати, если что, то дебаф на минус хп не работает, но зомбари появляются. Не забыл за этот момент сказать в начале, но я думаю, вы как бы сами все видите. Дебаф на минус хп его нет, зато зомбари появляются. Как-то так. Не понял. Ниас меня вынес? Что? Эльфы через антимага. Ну, по идее, в таком случае мне нужно закирить Луну. Хотя сейчас будут мобы, поэтому я думаю, не надо пока кирить никого. Но неприятно, конечно. Антимага нашел. На 8 уровне в двойку. Хорошо, что не в тройку через Мамору. У меня, в принципе, достаточно пассивочных героев. Но, судя по всему, мне нужно будет поставить эти пассивочные герои. Я, кстати, Кристалл Мана, наверное, в следующем раунде отдам этой богине.
Чтобы она как можно быстрее закастовала свой хил, потому что я как-то замечаю, что она довольно-таки поздно кастует свой хил. Кстати, думы до сих пор нету. Там охотник фул ведьмаков собрал. Против воина. А, ну да, там же воин уже 9 уровень, понял. На самом деле, я не знаю, на воинах играть нужно только через волшебников. Масочка, это хорошо. Так, давай, шар бездны. Молю, шар бездны. Расцелую ноги всем, богу рандома. Хотел сказать всем. А только богу рандома. Давай, шар бездны. Сейчас. Шар бездны, шар бездны, шар бездны. Ладно, взгляд Азеса тоже пойдет. Взгляд Азеса тоже пойдет. И если кто-то задается вопросом, почему же я сейчас закинул в Луну эти шмотки, то я объясню сейчас. Потому что если есть взгляд Азеса, то закидываем мы это в Луну. Массовая атака Луны пройдется по всем. И всех замедлит на скорость атаки. То есть у каждого, кого она заденет массовой своей атакой, у него будет минус 50% хп регена и, соответственно, минус 50% скорости атаки. Там, кстати, как-то много спама. Но я думаю, я сейчас вынесу этого типочка, потому что... Ну, потому что я чувствую. Я так чувствую, что ему сегодня будет кирдык. Шмотки у него, конечно, приятные. Правда, нету посоха 3-го тира, это замечательно. Я должен, наоборот, радоваться, но... Ну, стрёмно радоваться. А ну, кстати, сейчас обращу внимание, мом работает на гритеров. А мом работает. Мом, к сожалению, работает. Если бы мом не работал на гритеров, я бы вообще умер со смеху. Но мом работает. Хоть что-то они сделали более-менее адекватно. Хоть что-то. Вы прикиньте, если бы мом не работал на гритеров. Это же полный трэш был. Кстати, а зачем я орка жреца купил? У меня же есть жрец. Нужен 8. Срочно нужен 8, потому что на 8 уровне будет 15% шанс на фиолетовую фигуру. За 2... Ну, ладно, не за 26. За где-то 10 плюс 7 раундов мне еще не упал Манки Кинг и АМ. Мне эти персонажи нужны кровь из носа. Вот прям нужны, понимаете? Я требую этих персонажей. Воин, кстати, должен меня сейчас вынести. Если я расстановку не поменяю, то воин меня вынесет. Я его элементарно не смогу пробить. Я думаю, даже Лина не справится с ним. С ними. Как бы у меня есть этот хил этой жрицы, но из-за того, что у меня есть Луна... Ладно, пока что так побудем. Может быть... я ему картинкой пришел. Но сейчас понаблюдаем, вынесет он меня или нет. Раз я ему пришел картинкой, то по идее в следующем раунде я ему должен прийти так, мейном. Ну, это если я правильно понимаю. Благо у меня пока что есть винстрик. Я его вынес? Интересно. Прикольно. Хм. А, подожди, ко мне эльф еще не приходил. По идее, сейчас ко мне должен прийти эльф. В первую очередь, думаю, ко мне придет эльф сейчас, потом уже воин. Поэтому пока что я оставлю шмотки в луне. Потому что, помните, мне картинкой приходил эльф. Точнее, не так. Я ему картинкой приходил, а он ко мне еще нет. Там, кстати, разор в 3 звезды. Вот, эльф пришел. Отлично. Значит, следующий должен ко мне воин, по сути, прийти. По идее, должен ко мне следующий воин прийти. Ну да, как я и сказал, я эльфа сейчас не опасаюсь слова совсем. Ну, это... Ну, сейчас не опасаюсь, потому что... Опа. Опа! А кто у нас там вылетел такой красивый? Провидец. Да, точно, у меня ж рыцари. Да. Мне Дум нужен. Мне нужен Дум, потому что он не синергирует сейчас с моей сборкой. Ну, некрасиво он смотрится. У меня SF как затычка стоит. Ну, в принципе, есть затычка, но как-то, ну, не то. Будем обузить сейчас монетку.
Знаете, я, наверное, на подстраховку на всякий случай соберу мартретку еще. Ну, мартретка будет от... Ничего себе, 2 посоха. Он думает, Горн ему поможет, ага. Удачи. Поможет тебе Горн. Обещаю, помог. Меня же дернуло вправо. Ну, короче, против этого мага мне 100% нужен шарбезный. Не будет шарбезный, будет атата мне. Антимага и мангики... Наныл. Так мартретка мне тогда и не нужна. Тогда мартретка мне-то и не нужна. Получается. Ну да, получается, мне мартретка не нужна. Я темпларку, наверное, оставлю. Жесткий маг пока что. Почему я его говорю жесткий? Потому что он сейчас 2 посоха настакает. Один посох он отдаст котлу, а второй будет у него в разоре. И он вот этим вот разором будет меня немного душить, потому что у меня нету ни антимага, у меня нету ни манки кинга пока что в двойку. Ну, короче, Луна, конечно, хороший керри, но пока что недостаточно. У меня, скорее всего, дамага не хватит ее пробивать. Этого мага. Ее, говорю. Не хватит у меня, скорее, пока что дамага его пробивать. Хотя, может, и ее. Ник такой просто. Тэк. Не знаю. Сюда. Будем абузить темпларочку. Почему будем абузить темпларочку? Потому что, ну, согласитесь, мне сейчас... Сейчас, мгновение, подождите. Подождите, мне надо сосредоточиться и понять, что я хочу рольнуть. По идее, мне бы желательно найти МКБ. Пока что. Или же посох 3-го тира. Ай, была, не была. А так можно было? А так можно было? С первого раза нашел шармезно. Обалдеть. А знаете, что я сейчас осознал? У меня будет выбор. Либо керри темпларка, либо же луну оставлять. Но, естественно, когда у меня темпларка в 3 звезды соберется, то я луну эту скипну. Она мне не нужна. И вот, кстати, я... Секунду. Ты чё такой жесткий? Вот смотри, видите, у меня 75% магического сопротивления, но у меня сейчас нету ни урона, ни отхила. Я так и не понял, конечно, почему у меня не было только что урона. Я чё-то не догнал. А почему у меня только что луна так мало дамажила? И где мой Дум? Угу. 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 Ну, я яйцо мапну, короче, Манки Кинга. Пора выходить Манки Кингу из тени. Пора. Пора ему выйти из тени. Я просто сейчас в Манки Кинга намного больше верю, чем в Луну. У Манки Кинга должно быть урона намного больше. По крайней мере, я в это верю. Я свято в это верю. Не факт, но свято в это верю. Блин, ну как бы было бы красиво, если бы у меня был Манки Кинг в 3 звезды, да? Вот насколько было бы это жестко. Так, Неос почти вылетел там. Это тот, кто играет на эльфа. Тогда мне МКБ по сути не надо. Если он, естественно, вылетит. Короче, собирается темпларка в 3 звезды. Я ее ставлю вместо Луны. Почему я ставлю именно так? Потому что... Блин! Ну... Безмозглое создание, а не Александра. Просто безмозглое создание, а не Александр. Скипнул Дума. Молодец.
Красава. Да. Но тут, кстати, он такой неприятненький, я бы сказал, этот эльф. Но пока что он ко мне не приходит, в принципе, плевать. Пусть хоть дважды будет неприятно. Погнали. Бдыщ. 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 Зачем этому гритеру тюрьма, когда есть такой Манки Кинг, правильно? Кстати, эльф вылетел. Шикардос. Да. Надежда умирает последней. Что у меня сегодня происходит? Я только что скипнул антимага. Это первый антимаг, который ко мне пришел за 34 раунда. И первый Дум, который мне пришел за 32 раунда где-то. Ну, за 33. Ладно. Я тупо беру и скипаю эту. Ну, гений. Непризнанный гений. Правильно? Я так тоже считаю, что правильно. Дурак. Опа, смотрите. Бдыщ. Бдыщ. Ого, с него там посыпалось. Что? У меня еще и гритеров тройку. Так, подожди, там сейчас... Сейчас мобы не пока... Вот это, конечно, подгон. А можно еще одного Манки Кинга? Еще одного, пожалуйста. Я сейчас после этого раунда полностью сролюсь. Абсолютно полностью сролюсь. Я хочу найти Манки Кинга в 3 звезды. Я дико надеюсь, что он мне придет. Дико в это верю. И дико надеюсь на это. Мне нужен 1 МК. Мне придет 1 Манки Кинг и все. И им торба. У них не будет ни единого шанса. Да и у этого мага сейчас не будет никаких шансов. Потому что у меня есть керри адекватный. Который будет, ну, дамажить. А не смотреть и клипать глазами. Как Луна. Ну просто у Луны предметы были, ну, не айс, если честно. Были бы у нее немного другие предметы. Еще 1 шар бездны хорошо, 2 лучше. Но этот шар бездны я, к сожалению, перекрафчу. Этот шар бездны мне не нужен. Мне одного хватит. Одного шара бездны мне хватит. О май. О да. О да. О да. Battle Fury. Обалдеть. А ну-ка, давай сейчас Мьёльнир. Или криты. Мьёльнир давай. Ну, бессмертие, в принципе, тоже неплохой предмет. Бессмертие, в принципе, тоже неплохой предмет. Я, честно, я в шоке, то, что мне на таком раунде пришел Манки Кинг 3 звезды. На 8 уровне. Не на 10, а на 8. С шансом 15%, когда он пришел. Но это, наверное, плата за антимага. А чего мне так жизнь быстро задыхает? Шар бездны же есть. А, ну там же посох 3-го тира, точно. Ну сейчас я ему собью немножечко этот посох. Чисто минус стаки. Привет. Ну все, я ему только сбил стаки, там дальше он посыпется. Без стаков этот маг мне вообще ничего не сделает. Во-первых, у меня шар бездны есть. Во-вторых, у меня бессмертие есть. В-третьих, Battle Fury есть. Там просто такой круговорот событий происходит. Все, это конечное для них. Кого мне еще собрать? А, антимаг, точно. Я забыл за него. Ну, котел там, кстати, заряженный. Возможно, если бы он котлу отдал вовремя посох магический, то у него был шанс меня вынести. Хотя, на самом деле, я... Вы в это верите? Вот я не верю в это. Я не верю в то, что он смог бы меня вынести. Не верю и все. Сейчас как-то так сделаю расстановку. Мне кажется, так будет намного эффективнее расстановка. Хотя, кто знает. Не, лучше вот так вот оставлю. Пусть жрица накидывает свой отхил как надо. Так, ну-ка сюда. Лови.
Вот это взрыв. Какой ты хитрый. А ну-ка попробуй убить Луну. Ой, Луну, Лину. Под отхилом. Ну, кстати, у него ж морские плюс шарбезы на Муэрте. Лина ему как-то маловато только что прописала. Обидненько. Но это не спасет от Манки Кинга. Манки Кинг имба. Вот бы еще антимага сюда, в этот круговорот. Так это получается, паутинка паука тоже не работает на гритеров? Боже, ну это жестко. Это реально жестко. Тут добавить даже нечего, это слишком. Зачем это разработчики сделали, вообще непонятно. Но я не успею, наверное, темпларку себе сделать 3 звезды. Ну пусть пока... Кстати, а где Ду... А, ну Дум мне один раз пришел. Я его скипнул. Я молодец. Вот был бы у меня сейчас антимаг в 2 звезды. Был бы у меня Дум в 2 звезды. Ну-ка, давай. Смотри, лови палку. Еще одну. Бэм. Бэм. Без шансов. Так, опа. И Думчик. Вы, конечно, ребята, вовремя. Ну как вовремя? Уже конечная для вас. Точнее, для них. Ну и для вас тоже. Вряд ли. Не, ну Варлока можно, в принципе, оставить. Я что-то как-то протупил когда он мне первый раз пришел. Я подумал, что у меня и будут чернокнижники, а потом я только сейчас понял о том, что у меня SF был чернокнижником. У меня что-то, короче, случайно скипнул Варлока. По своей глупости и по своей тупости. Скипнул Варлока. Хотя на самом деле это работает только против них. Если против вас будет какой-то гритер, то вряд ли вам понадобится этот Варлок. Вам понадобится что-то жестче. Например, Мартретка в 3 звезды. Возможно, даже Темпларка в 3 звезды поможет. А ну, напишите в комментарии, как вы думаете, поможет ли Темпларка против Манки Кинга в 3 звезды? Все это под гритерами. Что у противника, что у меня. Я знаю гарантированно, что Мартретка хорошо помогает. Там вообще без шансов она помогает. Там аж тапочки слетают, когда Мартретка начинает наваливать под шмотом. О, минус маг. Пока-пока. Оу. Двоих одним махом. Изи. Изи. Спасибо, разработчики. Спасибо. Кайфовая синергия, ну, не передать словами. Идеальная. На самом деле, вот если бы разработчики не сделали таких гритеров, вот этот бы маг, который играет в 9 позиций, он бы сделал мне огромнейшие проблемы. Потому что гритеров, по сути, можно остановить жестким магическим уроном, что было у этого тека. Или у этой. Короче, вы поняли. У этого игрока. Ну, охотник даже не ощутил охотника. Может быть, если бы у него какие-то другие были предметы, хотя ему повезло, что у меня не было антимага. Так как он кирил Муэрту, антимаг любит таких персонажей. Он обожает таких персонажей. Он бы, как увидел эту Муэрту и как начал бы ее любить по полной программе. Ну, я думаю, вы сами прекрасно знаете, как он любит вот этих персонажей с маной. Кайф. Как-то так, ребята. Напомню еще раз, что изменили гритером. Ну, вдруг кто... Хотя, я думаю, вы все прекрасно поняли. Ну, вдруг кто не понял, то теперь никакие дебафы не работают на гритера. Все, вкратце. В целом, вы видели реализацию гритеров, поэтому, ребят, мне добавить абсолютно здесь нечего. Гритеры стали еще имбовее, чем были. Возможно, его сможет остановить жесткий воин, у которого будет тонна предметов, и еще в запасе предметов куча. То есть, но не через вайпера. Вайпер это, к сожалению, шлак. Поэтому нужно будет придумать что-то новое против гритера. Вот только что я... Не знаю, короче. Короче, не знаю. Не знаю, что такое добавить против гритера, поэтому что думаете по поводу этой катки и в целом по этому патчу, вы напишите в комментариях. А я хочу напомнить вам, 50 лайков за этот отличнейший контент я от вас жду, соответственно. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте подписаться на мой YouTube и Telegram, Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!